часах 5:48 утра. Пробег 106 847 километров. Ой, Мы там на паучок. заправке. Где? Вон на окне, посмотри. Да, Это хороший знак. паук не спит. Вот так вот зацепится, а сойдет только спустя 500 километров, когда мы доедем до Devil's Rock. Едем куда-то вообще в какое-то опять О, сейчас я на свет. дьявольское место. Диму вы уже знаете по прошлому эпизоду. Всем привет. Доброе утро, Привет. точнее. Вот у меня такой вопрос. Почему, если мы с тобой едем, то там то Kill Beer, то Devil's Rock, то вот что-то, какие-то такие названия получаются. Так вышло. Этому нет объяснения. Колеса. Очень важно проверять давление. Бензин экономится. 2,50 просто за то, чтобы подкачать колесо. Одно? Ну, надеюсь, хотя бы все 4. Уже расцвело. Все догоняет. Все догоняет в Небольшая. этой жизни. Все догоняет. Ребят, делайте по совести, по чести и по уму, блядь. Это нам сегодня еще очень повезло на самом деле. Никаких. Вообще, отвечаю. Очень повезло. Это повезло, блядь. Но, блядь, будет день, будет пища, блядь. Всё нахуй нормально. Небольшое, не самое приятное столкновение с представителем правоохранительных органов. Не будем вдаваться в детали, но Да. час Без деталей, пожалуйста, ребят. час времени мы потеряли, уже Больше? светло, да, даже больше. 1,5. Мы должны были в 8:20 уже быть на кричащих головах, а время 9:16, и кричащие головы здесь пока что только наши. От цен в Канаде они кричат, эти головы. Всем привет, меня зовут Сергей, а это значит, что с вами канал Тарапых, самое концентрированное шоу о марихуане. Ну что, сегодня у нас обзор на девайс. Давно на канале Тарапых не было обзоров на девайсы, потому что мы что-то все старые добрые шишки, старыми добрыми способами, так сказать, лучший враг хорошего. Вот захотелось сделать какой-то обзор. А то 100 сортов и 100 сортов. Сегодня для разнообразия Liquid THCA Diamonds. Вот такой вот продукт в очень необычной упаковке, в необычном форм-факторе. Да и сам продукт тоже такой достаточно необычный. Мы сейчас находимся в городе Хантсвилл. Мы в поездке по таежной северному Онтарио, можно сказать, по медвежьим краям. Почему вообще вейп в поездке? Вот когда ездишь, не очень удобно с бонгом, с трубкой, что-то вот забивать, поджигать, какой-то ветер постоянно дует, что-то где-то люди косятся. Поэтому мы решили для удобства, для скрытности и, в принципе, для обзора попробовать все-таки вейп. Вот в такой вот он упаковочки, очень нетипично. Обычно вы видели в наших обзорах, как выглядит канадская упаковка. То есть это обычно самый какой-то скучный прямоугольный пакет. А здесь, во-первых, сам пакет в виде, так сказать, жидкого кристалла. Ладно, открываем. Хватит уже. Он выглядит меньше, чем никотиновый, знаешь. Я думал, он будет побольше размером. Ну-ка. Вообще очень красиво. Слушай, мне подходит под стиль. Да, выглядит вообще прикольно. Раньше в таком форм-факторе как бы не было. Вот он здесь даже заряжается, есть зарядник. Прикольно. Здесь 1 грамм чистого экстракта. Про типы экстрактов мы еще поговорим. Обязательно досмотрите до конца. Будет еще очень много интересного. Пока что это такая вводная. Чисто заехали перекусить. И вот решили дунуть и уже написать, так сказать, подводку. Я, кстати, аж отсюда чувствую вот эти artificial. Ну-ка. Понюхай вот. Чувствуешь? Да. Да, потому что здесь это искусственный ароматизатор. Ну что, наверное, я так понимаю, нужно нажать на кнопку. Это похоже на мою дудочку, которая у меня раньше была. О, ну это такой очень сильно ароматизированный. Это вот буквально... Это, кстати, опасно. Обычно же такое вообще было запрещено. И по понятным причинам.
Здесь как бы никакого аромата, типа там сорта или растения или чего-то нету. Это конкретно, это вот даже то, что там было написано, это не название сорта, это просто вот этот bubblegum ароматизатор. Но я чувствую, что меня уже, во-первых, накурило, Правда? подкурило. С одной Да. папки? Ну, с двух. И во-вторых, вот этот вкус, конечно, Подожди. очень... Ну, это правда выглядит. Кстати, правда в моем стиле. В кадре Верос. Да, в кадре. Поздоровайтесь. Всем привет. У нас тут эта дегустация. Выглядит, конечно, прикольно, но я бы сказала все равно, что это немного дешево выглядит. Но он и стоит недорого, $30. Да? 30 канадских долларов за грамм Вот правда концентрата. Меня, интересно. кстати, накурило. Сколько ты пафов сделал? 2 пафа. Да? Я чувствую прям. А ты прям вдохнул? Да. Я как будто, знаешь, боюсь полную эту Чувствуешь делать. какой аромат? Ну, сейчас про аромат мы еще поговорим. Ну, это прям синтетика. Да, это синтетика. Но это продукт такого вот плана. Ну что, сейчас еще пару хапочек и, наверное, поедем. У нас впереди еще много интересного. Мы еще только отъехали на 200 километров от Торонто. Едем мы на 500 километров от Торонто. На Devil's Rock, чтобы это не значило. Там какая-то супер дьявольская скала. По дороге еще в паре интересных мест заедем. И там как раз вам все расскажем. Поэтому не отключайтесь. Мы двигаемся дальше. Да. А сейчас вы говорите, сами попробуем, прочувствуем и потом уже опишем все ощущения. Следующая остановка Screaming Heads. Screaming Heads. Послушаем, о чем они там кричат. Ну, вот он, дракон. А это вот его дом как раз, да? Да. Приехали. Прикольно. То есть здесь, видимо, иногда работает ярмарка. Ну, когда Харвест как раз это проводит. Картины. Очень популярны волки, я смотрю. Улыбается. Волки и женщины в Белочка. шляпах. Видно белочку? Белочка. А, убежала. Кто-то выкупил ферму и решил, а почему бы вот я хочу заниматься искусством, буду заниматься искусством. Вот всегда хотел... Он преподаватель же искусства был. А, преподаватель искусства. Ну вот, преподаватель искусства купил ферму, говорит, По ИЗО. всю жизнь, говорит, изошник такой, говорит, надоело, говорит, мне учить этих, говорит, спиногрызов. Хочу, говорит, ферму и хочу, говорит, из бетона отливать огромные, говорит, кричащие лица и устанавливать их на своей ферме. А кто мне запретит? И посмотрели, действительно, никак нельзя запретить. И все, и он как давай их, вот мы уже к ним подходим. Вот отсюда он как начал, каждый год одно лицо заливает, а то и два. Приколдес, конечно, тут. Вот такие лица. 96-й год, то есть они стоят здесь уже в предыдущий лет. Как минимум с 96-го он начал. Ну, может быть, может. Ну, хотя да, это только когда бетон это заливался. Вот тоже он, интересно, это, наверное, заливает как-то на земле, а потом поднимает. Возможно, потому что если посмотреть по структуре, то здесь опалубка была. Да. Да, скорее всего, просто... Интересно, они с арматурой внутри или просто 100%, так? иначе бетон бы развалился. Кого-нибудь придавит? Интересно, здесь все застраховано? Не то, что арматура, видишь, железка. А, да. Скульптуры кричат как голос природы, как протест против экологического разрушения и напоминание о связи человека с землей. И здесь также каждый год проводится Харвест фестиваль, музыкальное арт-событие. С диджеями, с музыкой, со светом и всеми делами. Ой, господи. Ой, господи. Ну, он все равно дерет. Но быстро накуривает из плюсов, Да, и быстро отпускает. Ключей бы. из ключей. Ну-ка, что там такое? Мы вообще что проверяем? Мы вот вдвоем с Верос сейчас вот в поездке курим вот этот вейп. Здесь, по сути, эквивалент 4 граммов шмали. Здесь 1 грамм вот чистого концентрата. Вот, то есть стоит $30. По сути, как те же самые 4 грамма шмали. И вот он, по сути, накуривает. Но вот я... Сколько мы уже сделали пафов? Мне кажется, я штук 5, наверное. Не, ну а в сумме вообще, если вот начать за сегодня, то есть мы уже сделали, наверное, по 15. Ну, я думаю, где-то так. Ну, где-то 30 пафов мы уже сделали. Накурен ли я сейчас?
Да нет, не накурен. Ну, как бы здесь, конечно, еще не видно даже, чтобы там что-то кончалось. Картридж все еще такой же полный. Но вот что-то мне подсказывает, что сегодня нам вот до конца дня вот этого не хватит. Вот у меня такое есть ощущение. Так, нет, дай бог хватило. бы, дай 1 бог грамма вот этого хватило бы. чистого концентрата. В общем-то, одна из целей сегодняшнего вот этого обзора — проверить, насколько вообще хватит вот на двоих вот этого картриджа и стоит ли оно вообще того. Прикольно так, дождь Да, падает. очень красивый вид. Генов. Именно денисовцев тибетцы унаследовали способность жить на большой высоте. У них есть ген, который позволяет крови лучше переносить кислород. Эти открытия показали, что история человечества намного сложнее, чем казалось ранее. Мы вообще едем смотреть на пожарную вышку. Мы едем залезать на нее. Залезать. 30 метров. Не знаю, может больше. Я точно не знаю высоту, на самом деле. У Додж стоит списанный. Смотри, кто-то его там бросил во враг. А кто-то вот здесь живет. Имеет лодку. Вот он, Fire Tower. Вон она. Канадский флаг развивается. Все. Чин-чинарем. Все заработало. Что, идем, Да. поднимаемся. А во, уже пришли, вот она. А, все? Это Да. было быстро, легко. Да. И просто. Ну такая высота серьезная. А, это туда можно типа подняться Да, мы сейчас прям? на самый верх пойдем. Да ладно, Да, нифига да. себе. Прикол, я не знала, каков прикол до этого прикола. Поэтому ты, грубо говоря, находишься в море. Видно меня? По-моему, прикольно. А? Плюс вот этих вейпов еще и пожарная безопасность на самом деле. Никакого нету у тебя огня, да и дыма на самом деле нету, потому что вот этот пар, он все-таки пахнет не дымом. Это достаточно, ну, вот в таких публичных местах, если хотите быстренько перекурить, то тоже, ух, какой вид. Да. О, офигеть! Какой Так, вид. Серега, подожди. Бля. Я очень довольна. Я еще даже не дула. Ты выше поднимаешься, все красивее и красивее. Ага. Часто вы дышите на подобной высоте? Но чувствуется эта высота, а? Да, я даже немножко покачиваю. Да, да. Дело подшатывает, да. Ага. Прикольно. Очень прикольно наблюдать вот там этот ветер на воде. Блин, прикол. Мне очень нравится. О, ой, так как тут работает. Очень красиво, а? Ну вот все равно, что хочу сказать, я бы себя психологически как-то все равно некомфортно чувствовал курить вот здесь бонг или курить здесь Трубку. типа трубку или что-то Это, такое. кстати, правда, это правда, Ну типа я бы соглашусь. себя здесь неуютно чувствовал. Весь металл обработан, все соединения сварены болтами, закручены по этой Мгм. Нормально, да, тут на одном этаже вон сделали старлинки, наверное, нет? Или чё? А это что такое? Cambium Network. Да просто... Да, мне кажется, это может быть эти усилители. Окей. Ты знаешь, кстати, вот пока я работала в диспенсере, у меня был период, когда я курила вот подобные трубочки. Ну, это еще были не такие трубочки, это тогда только появлялись вот эти вот, знаешь, Картриджи. да, вот картриджи, вот эти мини вот штучки. И это, кстати, было еще почему удобно, еще тогда, что, ну, работаешь в диспенсере, как, знаешь, за добрую душу, А как быстренько говорится, перекурчик, да, типа перекурчик капочку. сделать, да. А у нас еще туалет был прям, знаешь, внутри. И зайдешь в туалет, типа руки помыть. Ну, капочку. Да, и раз такая. Да, это удобно. Самое классное было тестить edibles. Прикольно. Там башню заехали.
Слэчфорд. Красавец Слэчфорд. Еще одна жемчужина Северного Онтарио. Только поменьше. Как утро начиналось, да? Серо, дождь, блядь, полицейские. Просто все против нас было, блядь. А я уже это, знаешь, немного подрастроился, там, ребята не смогли. И это, еще девчонка такая, ну она недавно просто прилетела в Канаду, такая, блядь, Дим, мне очень хочется, но это, мне надо сейчас, знаешь, настроить дела, блядь, свои. Потому что я давно не был в Канаде, и как бы это, я такой, блядь, едет. И ты такой, завтра все в силе. Я такой, ну, да вроде, блядь, да вроде да, вроде нет. Да, блядь, всегда же говори жизни да, блядь. Всегда. Welcome to Кобальт. Красавец Кобальт. Жемчужина Северного Онтарио. Это целая россыпь этих жемчужин. Тебе просто надо выпуск назвать. Мы ездим по жемчужинам, бля, Северного Онтарио. Это так и есть. Один город красивее другого. Шахты вон заброшенные, кобальтовые. Для чего используют кобальт? Напишите в комментариях. Шахтерский городок. Церковь. Тут только на Бога надеяться в таком городе. Вот такой вот кобальт. Слева мы как раз сейчас в музей. А вот еще одна шахта. Ага. Тут дофига шахт. Кобальт. Майнинг кэмп. Вот она шахта. А прям здесь музей, да? Вот он, напротив. А, вот это? Ну что-то я себе это получше представлял. Побольше, Ну, знаешь. извините, блядь. Давай Я посмотрим. его не создавал, да. Вот такой исторический даунтаун Кобальта. Музей до 4. Ботинки шахтерские. Слушай, прикольно. Тяжелая жизнь была у шахтеров. Это серебро. Это серебряная руда. Это вот тоже серебро. Прикольно. Тоже сильно. Спонж Сильвер. В мультиках были, знаешь, в Том и Джерри. Вот так Да. взрывали. Такая Слушай, очень бластинг машин. интересно. Вы знаете, у нас сегодня очень интересный путь вот в действительности. Столько всего интересного происходило. Сейчас вот в музей шахтеров Кобальта. Вообще интересно. Это... Мне, кстати, знаешь, напоминает это краеведческий музей в центре Новосибирска. Вот прям очень сильно напоминает. Посмотри, какие прикольные фотки. Это, мне кажется, портрет еще с того времени. Еще так интересно, что мы тут единственные. О, посмотри, сколько камней. Темная комната, где у нас... Ух, сколько лет этому креслу. Ну, на самом деле, это здесь светится ультрафиолетом. Вот этим выключателем мы включили ультрафиолет. Но все равно прикольно, как это выглядит. Такое ощущение, как будто они, разрисованы сами. Вот интересно бы на них посмотреть в естественном освещении, а не под ультрафиолетом. Но так, конечно, выглядит очень по-космически. Их не обрабатывали, они так сами. Не, они так и есть, но на них светятся ультрафиолетом. Это я понимаю, что ультрафиолетом. Но я имею в виду то, что это они такие и есть сами. Да, они такие и То есть. есть их не покрасили, блядь. Нет. Я не понимаю, к чему здесь вот это хуй. А, корабль? Да. Да просто у кого-то сынишка собрал, говорит, пап, поставь себе в музей. Не в службу, а в дружбу. Он говорит, ну ладно, давай, сынок. Похоже, в каждом выпуске Торопы должны быть немножечко окаменелости. Я их везде найду. Не на улице, так в музее. Здесь вот трилобиты, я вижу, есть. Достаточно крупные. Вот даже есть этот аммонит. Кораллы. Вот это, кстати, прикол. Смотри, как отпечатались водоросли. Вот я такую хочу найти. Ой, вот это правда очень красиво. Вот это правда очень красиво. Вот я мечтаю найти такую. Это реально, это же, видишь, такие же сланцы, вот как Да. мы ищем.
Очень-очень красиво. Мы 3 кофе сегодня выпили. Я думаю, еще будет даже 4-й. Думаешь? Мне кажется, да. Вообще такая поездочка, знаешь. Обзор. Самый необычный обзор на вейп. Ой, мы только что были с тобой в музее Кобальта, ты знаешь? В городе Кобальт. Да. Не только лишь все бывали. в О, таких смотри, музеях. Government of Canada. Это Ага, типа Canada Post? правительственно. Это мэрия Кобальта. Вот она. Это, конечно, реально необычное место. Мгм. А что это такое вообще? Это вот это Это вот шахта? здесь добывали кобальт. А, Или его перерабатывали здесь. м. Вот такой вот завод здесь был. Вот его, все, что от него осталось. Блять, не включается. Вот что ему надо? Как он, блядь, работает? А, ты про эту? Угу. М. Вот тут одна кнопка, на которой, по идее, ты ее зажимаешь на 5 секунд, и он должен работать. Но Мгм. не в этом случае. Но при том иногда начинает работать. Вот за это не зачет. В таком месте хочется вот просто Отдаться опять не работает. моменту. Хочется нажать на кнопку и получить свой ТГК. Если вот я каждый раз не пойми, как мне нужно его что-то вот с ним... Почему так? Почему компания «Статус», почему так? Ответьте. Так, все слушаем, как шелестит листва. Мы сейчас находимся в городе Норс Кобальт. Северный Кобальт, он еще меньше, чем южный Кобальт. Но здесь есть country стайл кофе. Вот здесь Вот и правда, Subway. вот смотри, мы же где-то непонятно In the в middle of какой nowhere. части Канады, да. Вот. Местная доска объявлений. Щенков продают. Очень мило. Да. Вот тут, по-моему, Вот на кофе. тут своя атмосфера. Мы будем отсюда кофе? Мне кажется, мы не будем отсюда кофе. Очень, кстати, вредно, но я взяла с Гуавой Zero Sugar, знаешь? Сегодня у нас режим путешествия. Да, потому что мы там посмотрели, какую кофушку готовили на этой станции, решили, что уж как-то безопаснее взять это, энергетик. Аромат вейпа с ароматом энергетика реально совпадает. Да. Ну, как бы, да, у него не вкус растения, но не обязательно же вкус растения. Почему? Вот если кому-то, как на вкус и цвет, знаете, кто-то любит кофе горький, черный, как вот мы, а кто-то вот такие энергетики. Ну, это же не значит, что одно лучше, а другое хуже. Да, они еще и говорят, что там витамины есть. У меня с B12, знаешь, кобилмибопромин или как там это. Какие раньше были нравы в шахтерских городах? Вот это же старые. Вот что раньше продавалось в магазине? Сладости, лекарства и сигары. Вот такое самое важное. Candy, drugs, cigars. Ну прикольно. Когда бы мы еще оказались вот просто где-то в Хейли-Билли с вейпом и с энергетиками. Вот такой вот Так и обзор. живем. Так и живем. Это знаешь, как люди вешают на рюкзаки колокольчики от медведей. Когда ты идешь, он звенит, и медведь заранее слышит, что человек идет. А у нас вот этот вейп вместо колокольчика. Мы идем и просто покашливаем. Как красиво. Ты знаешь, я, кстати, очень вдохновлена. Особенно Вейпом или подобными чем? видами, да. Видами? Ну и вейпом, естественно, тоже. Вейпом, энергетиком и видами. Слушай, энергетик, правда, очень быстро берет. Мы же когда последний раз пили? Это Да, очень мы давно уже было. с полгода его не пили. В Таиланде, мне кажется, только последний раз. Угу. Смотри, какие мы молодцы. И какие мы хулиганы. Но, кстати, если скажу, трейл вообще идти достаточно легко. Он такой, да, каменистый, но он очень хорошо виден. Такой натоптанный. Очень приятно здесь находиться. Погода шикарная. не Кстати, жарко, ты не знаешь, холодно. вот что удивительно, вот послушай, во-первых, какая приятная тишина,
Место называется такое, знаешь, типа дьявольское, но я себя чувствую здесь очень-очень спокойно Мгм. и в безопасности. Даже медведи, мне кажется, могут быть. Мгм. Вот здесь точно могут. Кстати, у медведей есть такая фишка, что они любят созерцать природу. Смотри, Мне какой кажется. камень, как шар. Где? А вот. М. Мгм. А с этой стороны не такой уж и шар. Медведи любят созерцать природу, Да, ну типа что вот у медведей есть такая вот. любят посидеть, полюбоваться. Да, да. Мне иногда кажется, что вот я вот, если у меня будет возможность, я увижу медведя, который созерцает природу, я к нему такая подсяду. Да, сяду рядом с ним, посмотрю ему в глаза, мы так друг другу кивнем и начнем типа продолжать, да. А что, мне кажется, вот эти же черные мишки, которые у нас тут водятся, они же как раз более-менее относятся больше к травоядным. Ну, они максимум муравьев едят. Ну и человека при Вот. случае тоже могут. Не, я не думаю. Так, из озорства просто. Не из Мне голода. кажется, они более цивилизованы. Не такой уж и большой хайк. Ты знаешь, в самый раз, я Я тебе не успел скажу. даже запыхаться. А мне нравится. Я Очень, наоборот, очень знаешь, так нормально. стремлюсь. Единственное, камни можно реально подвернуть ноги, но трейл хороший. О, ого, Ой, у меня шнурок развязался. ого. Ой, дайте-ка я сюда пока встану. Вот это вид. Вот это вид. Какая красота. Я вот так подержусь. Да, я И то вот он здесь, шатается. я вот здесь постою. Ты вообще бесстрашный. Это очень необычно. Ну это, конечно, прикол. Немножко аж, знаешь, Туда пойдем, там сидеть можно и повыше чуть. Как Ой, ты там ой. стоишь? Блин, вот это, конечно, очень необычно. Вы знаете, я сегодня очень много испытываю высот. Очень тут красиво. Сережа, ты тоже у меня очень красивый. ну и как-то вот так. Не всегда и не все здесь безопасно проходит. Надо очень аккуратно. Будьте внимательны. Как и всегда, как и везде. Вертикально же снимаю, да? Да. Я рилс, знаешь. Ага. Можно горизонтально, в принципе, тоже, чтобы это масштаб почувствовать, в принципе. Может горизонтально тоже. Угу. Вообще нет. Просто подсними мне видосики, чтобы там заебись было. Окей. Я сейчас вспомнил, почему вообще мы его не курим. Потому что вот эта вот доступность, она как бы и плюс, но она же и минус. Что тебе просто, на самом деле, нажав кнопку, где угодно, просто на ходу, там, хапочку в туалете, хоть где запаха особо нету, ты просто начинаешь каждый его 15 минут. Вот просто каждый. Потому что он еще, есть такая у него особенность, что он тебя накуривает сильно, но на 30-40 секунд, типа. И ты хочешь это повторять. И на самом деле вот так просто одну за другой. Вот здесь эквивалент 4 грамм. Он сейчас у нас за полдня уйдет, на самом Не, деле. ну Больше правда, я половины вот уже ушло. вижу, что вот скоро будет вот... Мы вернемся домой и, скорее всего... Да, он сегодня всё. закончится. Это как бы вот $30. Это же самый дешевый, потому что это, опять же, вот дистиллят. Как бы я понимаю, что свой клиент на это есть. Не всем нужно вот эти вот там терпены или супер растения. Кто-то хочет просто... Это как вот кто-то любит сигары, вот они, знаешь, там вот охотятся за каким-то табаком, а кто-то вейп. В принципе, мы можем сделать еще обзоры на вейпы, которые с Life Rosin, которые как раз экстракты. Вот это был дистиллят, а мы можем сделать экстракт. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, напишите в комментарии. В следующий раз сделаем какой-нибудь крутой там с Living Soil, вот что-нибудь Full Spectrum, прям клевый экстракт. Потому что мы сейчас показали одну половину, вот эту зумерскую, а можем показать бумерскую половину И да, конносуров. ты вот, кстати, правильно же говоришь, что вот зумерскую и бумерскую, вот по сути зумерская. Вот Это как сколько вот у кофе меня- энергетики. Вот это для любителей энергетиков. А Full Spectrum для любителей кофе. Вот как бы, ну это два лагеря, два поколения, можно сказать. И как бы, Да. опять же, напишите тоже в комментариях, к какому поколению вы относитесь. Толер Потому уже, что, Толер да, до Толер небес. И тебе, Ну и и на тем самом более деле вот вот это здесь да. 92% ТГК у нас не пробивает. Да блин, да мы его почти скурили уже. Тут вот даже уже, вот я даже покажу. Вот здесь было видно, что там что-то булькало. Сейчас там все уже пусто, короче, там какие-то уже остатки. Ну правда. Все, он ушел.
Короче, все. С вас лайк, подписка, колокольчик. Всем пока. Увидимся на следующей неделе. Все, давайте успешных вам успехов в успехе и всегда. Море удачи и дача у моря. О, Да.